Друзья, я в галерее Диас в Иркутске, где я провел сегодня мастер-класс. Писали натюрморт, хризантемы. Это был однодневный класс для художников из Иркутска. Классная команда, мощная живопись, такое чувство, что встретились давно знакомые, родные люди. Вот что делает YouTube. Вы, кстати, там делаете свою работу, ставьте значки «Нравится», нажмите и нормально, ну, если действительно нравится, конечно. Если эти лайки ставить во время эфира, то таким образом YouTube так организован, набирается больше просмотров, аудитория расширяется, поэтому прошу вашей помощи в этом. Сегодня на классе была задача творческая, творчески решить нужно было этот натюрморт. Не списывать в лоб, что ты видишь, а писать принцип, идею. Конечно, огромное количество отражающихся элементов в вазе круглой, в которой налито водой, там с ума сойдешь. Но если походить вокруг нее, можно увидеть зерно рациональное, как это все устроено. И нужно было увязать цветы с драпировкой. Они очень близких тонов и близких цветов. Поэтому задача была все разделить. И очень у многих это получилось. Каждый из нас всегда чувствует, хорошо или плохо. Доволен работой, недоволен. Художник – такое существо, наверное, всю жизнь готов учиться, заниматься и двигаться к совершенству. Мистер Шушпан, Вячеслав, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу декоратизма в живописи. Плохо это или нормально? И что вы скажете по поводу того, что среди академистов принято презирать декоратизм? Да что ж его презирать-то? Тогда куда девать, я не знаю, Матисса? Академики бывают разные. Есть академики, которые ставят задачу писать так, как Матисс. Картиночки вешают, в постановку. И написать вот с таким же приемом, приемами. Только таким образом можно изучить. Сначала ты изучаешь его работу, его стиль, и потом начинаешь применять. Потом другого художника стиль. Таким образом ты накапливаешь некую базу и постепенно выруливаешь на свое шоссе. Я презираю тех, кто презирает. Смешно, конечно, звучит. Ну а что презирать-то? Декоратизм. Вы знаете, мистер Шушпан, мне кажется, презирают часто люди те, кто не умеет так. Вот и презирают. Попробуй, сделай так, чтобы было классно, профессионально, неожиданно, ново, не похоже на то, что ты писал. Привык, например, ты причесывать листочки, писать просто реалистически, допустим, не буду ругать реалистов. Привык писать реалистически. Но сделай ты шаг в сторону, просто в качестве изучения. Может быть, это в реализме откроет просто новые горизонты. Любишь ты, например, есть рисовую кашу. И утром, обед, вечер рисовая каша с узюмом. Бабушка говорила, с узюмом. Хорошо, с узюмом ты любишь. Нельзя же ее есть все время. Надо же хотя бы пшенную приготовить. Тоже с узюмом. Или, понимаешь ли, с овощами, с фруктами. Можно всяко разнообразить. Я к тому, чтобы, шире нужно как-то блюдо, меню свое организовывать. И друзьям будет интереснее вкушать вашу красоту. Наталья Корнева. Почему художники любят писать осенью? Краски более благородные, а летом зелень и небо голубое считается дурным тоном среди художников. Также и рамы золотистые с вензелями. Подтверждение увидел на выставке импрессионистов, которую вы показывали. Да, более благородно. Темная, сдержанная по цвету рама тоже так сложилось среди художников. А как же музеи? Почти все в золоте. Вот тема для рассуждения. Золото в музеях
рамы золотые, да, признак, наверное, достатка. Того, что это, дорого. Ну, это шаблон, просто традиции, так привыкли. Можно же покрасить просто раму, так покрасить, что это будет тоже вызывать сильный эффект. А там будет только краска, не будет золота, например, а будет какая-нибудь поталь. Так, осенью почему любит писать? Я уже говорил, пространство открывается, деревья осыпают свои листочки, и за ними видно больше, чем когда все закрыто. Это раз. Ну, цвет, конечно, осенью, цвет, я сегодня приземлился в Иркутске, снег. Вообще, зима, -1. Но такая красота, сопки такие вообще красивые. Так все тонко-тонко. И золотая осень через этот снег. Классно. Ну, красиво просто. Пушкин даже любил багрец и золото одетые леса. Летом зелени небо голубое считается дурным тоном. Дело в том, что художники видят сложные цвета. Вот открытые цвета, когда, они могут ай-яй-яй дурным тоном. Ну, просто глаз режет. А когда цвет сложный, ну, нельзя же, например, небо все время голубое, голубое, не бывает голубей. Ну, присмотрись, каждый день оно разное, там другие бывают включения, чем просто синька. Тогда ты начинаешь мыслить, видеть просто тоньше, больше замечать. И живопись, разумеется, становится богаче. Неля Гурьева: Слава, мне кажется, вы лукавите, говоря, что у вас тянущий грунт. Как вы орудуете по фону серой краской, да еще такой мягкой кисточкой. А вы сознаетесь, чем загрунтован холст. Я щетиной с трудом разу, многоточие. Ну, я тоже с трудом разу. И даже не щетиной. Ну, просто много краски зачерпываете, и она оставляет след такой странный. Потому что вписывать нужно. В тянущий грунт вписываешь краску, ее много. Расходится, сразу скажу, в 2 раза больше. Вот здесь сегодня писал на обычном грунте и измучился. Поэтому поехал, купил краску водоэмульсионную. Да, здесь, в Иркутске. Российскую. Какая-то там зеленая банка. Завтра буду грунтовать, потому что, измучился. Это не живопись, а преодоление неудобств с этим материалом, с акриловым грунтом. Все скользкое, скользит. Ты положил цвет, новый пишешь, он скользит же, но ты не можешь его перекрыть. А на тянущем перекрываешь. Ну да, приходится чуть-чуть вмазывать побольше, погуще со дна кастрюльки. Неля Гурьева: меня мучает вопрос, то, что я наделала на пленэре, мне нравится. Хотя я вижу свои ошибки, но мне нравится же. Ну и что? Это же ключ ко всему. Ты пишешь, и тебе нравится. А если не нравится, зачем вообще это показывать? Надо написать так, и тогда остановиться, когда тебе будет нравиться. Живопись – это не такая штука, что и так сойдет. Никто не видит. Так сойдет нормально. Нормально все. Нет, это халтура. Нужно, чтобы все нравилось. А поскольку наш вкус все время меняется, вообще приоритеты меняются в живописи, то сейчас одно нравится, завтра нравится другое. И ты приспосабливаешься к этому новому нравится. Я считаю, что это абсолютно нормально. Более того, это великолепно, когда ты делаешь, ошибки есть, но тебе нравится. Тебе нравится новое. Ты же сочиняешь, такого же раньше не было. Ну, а ошибки, исправьте ошибки. Ничего. Художники такой народ, перфекционисты. Нужно, чтобы прям, совсем было хорошо. Исправьте, чтобы нравилось прям безупречно. Вам только. Об остальных не думайте, что они там скажут. Да, и еще важно писать так, чтобы это не было коммерчески. Писать, как ты хочешь на самом деле, а не так, чтобы продалось. Коммерческую составляющую
видят и галеристы, и ценители, покупатели. Уверяю вас. Про школу мою онлайн-живописи не забывайте. Посмотрите уроки, посмотрите анонсы и выберите что-нибудь, то, что вам прям очень хочется изучить, узнать. И на эту тему напишите свое. Присылайте на разбор. Как средствами живописи решить такую сложную задачу? Натюрморт с пионами против света с высокой линией горизонта, когда тени идут прямо на меня и являются частью композиции. Этому посвящен 5-й урок в моей онлайн-школе живописи. На видео весь процесс создания этого натюрморта с подробными объяснениями.